Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Секреты мастерства. И сегодня я хочу с вами поговорить об узоре крестики, уже так полюбившейся плетильщицам. Но мало кто знает, что таким узором можно плести несколькими способами. Вот этот самый первый способ, самый простой, это односторонний рисунок. Видите, на изнанке такие, как черточки получаются, как полосочки. Такой рисунок уже разбирался на других каналах, но есть возможность плести узором крестики и другими способами. Вот посмотрите, например, вот эта подставка сплетена тоже узором крестики, но он двухсторонний. Видите, с двух сторон можно использовать. Здесь подкладываются трубочки как ситцевое плетение и точно так же оплетается крестиками. По большому счету разница в узоре только в постановке трубочек. Видите, вот здесь вот я сделала ошибку, сначала подставляя трубочки вот первым способом, а потом решила сделать по-другому немножко, да, и тот же узор крестики стал смотреться по-другому. Вот, видите, с одной стороны здесь подставляются трубочки. И уже он немножко по-другому смотрится. Здесь мы начинаем через одну плести. Ну, давайте более подробно разберем эти способы плетения. Вот у нас 3 варианта плетения. Итак, по порядку. Первый способ плетения узора крестики. Наверное, вы уже его видели. Это односторонний узор крестики. Мы берем несколько трубочек в основу, у меня по 3 трубочки, и я нарастила трубочки рабочие, сделала себе такую длинную трубочку, так как я буду делать подставки. Кладем крест-накрест и начинаем оплетать. Начинаем фиксировать вот этими крестиками наши трубочки. Вот мы зафиксировали. Теперь я отгибаю одну трубочку в одну сторону, другую в другую сторону, то есть я их местами меняю. Подкладываю еще 3 рабочие трубочки. Их может быть и 4, и 5, и 2, любое количество рабочих трубочек. То, что мы подкладываем в основу. И снова делаю крестик. Вот таким образом. Снова меняем рабочие трубочки местами. И подкладываем еще 3 трубочки. В общем-то, все очень просто. С узором справятся даже начинающие плетильщики. Теперь хочу показать, как закончить ряд. Можно подклеить, просто зафиксировав на клей, обрезать вот так с 2 сторон и подклеить на клей. Но я делаю немножко по-другому. Мы сейчас рассмотрим один вариант, а в дальнейшем я вам покажу еще один вариант, как закончить ряд. Что я делаю? Я беру и обрезаю свои трубочки по середине вот этих вот 3 трубочек основы. Отрезаю одну трубочку и вторую. И теперь я их подклеиваю таким образом,
чтобы они у меня соединились. Вот так. Вот я чуть-чуть еще обрежу. Многовато. И я пробовала фиксировать на клей ПВА. Единственная разница с полимерным клеем, что ПВА дольше сохнет. Вот, но клеить можно и на ПВА, и на полимерный клей, и на суперклей. Здесь уже как вам удобно. У меня полимерный клей. Я их прижимаю плотненько друг к другу и фиксирую. И вот смотрите, у нас ушла вот эта толщина. Вот она наша склейка. Но в любом случае такая же петелька получается, как и в первый раз. Следующий ряд я начну вот с этого края. Следующий ряд начинаем оттуда, где мы заканчивали предыдущий. Подкладываю 3 рабочие трубочки основы. Опять я делаю 2 трубочки, наращиваю, делаю петельку. На самом деле можно сразу не наращивать. Можно начинать с одной трубочки, если, допустим, вы там поднос плетете или какое-то большое изделие, крышка. Можно не наращивать изначально, а начать с одной трубочки и уже наращивать в процессе плетения. Но так как у меня изделие маленькое, я наращиваю сразу, чтобы потом мне уже на это не отвлекаться. Итак, вот у нас опять нарощенная трубочка. Место нашей склейки. И вот с этого края я начинаю плетение следующего ряда. Вот смотрите, я начинаю, вот у меня наращивание, я его чуть-чуть смещаю, то есть не за 3 трубочками прячу, а чуть-чуть вывожу вперед и прячу под крестик. Место наращивания прячу под крестик. И дальше точно так же вывожу трубочки наизнанку. Следим за тем, чтобы они у нас не переворачивались, трубочки. И точно так же, как мы делали первый ряд, наизнанку вывели, местами трубочки поменяли и опять вывели наружу. Выравниваем. Нам нужно выровнять наши трубочки основы, чтобы ровный ряд был. Делаем следующий крестик. Я пробовала таким узором плести крышку для квадратной корзины. Очень четкие получаются углы, то есть квадрат очень четкий. То есть кому нужно с прямыми углами корзину квадратную
или прямоугольную. Вот как раз вариант, то, что нужно для крышки или для донышка. А мы продолжаем плетение. В принципе, тут ничего сложного нету. Доплетаем ряд. Опять, видите, я меняю местами трубочки и вывожу наружу. Снова делаем крестик. И последний крестик. И перед тем, как подклеивать, я вам хочу показать еще один момент. Вот смотрите, у меня между рядами, вот видите, у меня между рядами такое приличное расстояние получается, да? Вот, то есть, если хотите, вы можете оставить так же, а можно, как вот я в предыдущей своей плетенке, пододвинуть ряд к ряду и убрать вот это расстояние. А можно наоборот сделать ровное расстояние и сделать еще такие квадратики между рядами, тоже очень интересно смотрится. То есть здесь уже как вы задумаете, да, то есть творчеству нет предела, пробуйте. Теперь второй вариант плетения. Здесь трубочки прикладываются через одну горизонтально, и в дальнейшем мы подкладываем назад трубочки вертикально. То есть мы подкладываем их в одну сторону и крестики делаем через ряд. Это дает нам возможность двухстороннего узора. Таким образом получается двухсторонний узор. Ну, давайте сплетем узор таким, сплетем узор таким способом. Опять же, в принципе, все то же самое. Берем трубочки основы, кладем крест-накрест. Опять я наращиваю 2 трубочки, чтобы сделать петельку. Рабочие трубочки наращиваю. И начинаем, так же, как мы начинали в первом узоре, в первом варианте, начинаем делать крестики. Итак, мы зафиксировали трубочки, переворачиваем наизнанку. И на изнанке делаем крестик. Вот чтобы прям крестик был. То есть отступаем. Видите, я сделала крестик, и у меня чуть-чуть отодвинулось. Отступаем примерно на такое же расстояние, на которое мы вот эти вот 3 трубочки, да, вот на 3 трубочки отступаем. Подкладываем следующие 3 трубочки основы и делаем следующий крестик. Вот таким образом. Переворачиваем на изнаночную сторону и снова делаем крестик. Ну, здесь все понятно. Доплетаем до конца ряда. Я сейчас доплету до конца ряда и покажу вам, как мы будем действовать дальше.
Вот смотрите, мы дошли до конца, и можно подклеить трубочки так же, как мы подклеивали в прошлый раз. А можно подклеить другим способом. То есть я огибаю одной трубочкой вокруг вот этих 3 своих рабочих стоячков, да, и ее завожу под трубочку, под крестик. И подклеиваю так, чтобы у меня зафиксировались с обеих сторон трубочки в середине крестика. Подклеиваю я их либо на полимерный клей, либо на ПВА. Ну, на любой, в общем, клей можно подклеить. На полимерный просто клеются быстрее. И обрезаю трубочки и выравниваю, чтобы у меня не с 2 сторон были, да, а одна на другую как бы в середине находила, чтобы было видно, что это вот одна трубочка. И обрезаю так, чтобы спрятать хвостик под вот эту вот трубочку нашу верхнюю. Сейчас еще подклею. Вот таким способом. Так как у нас рисунок двухсторонний, я не буду сейчас обрезать полностью, пускай подсохнет. Вот смотрите, мы начинаем 2-й ряд. Опять же, я положила трубочки основы, сделала петельку, причем я подложила на изнаночную сторону, да, сделала петельку и провязываю крестик. Вот этот момент, 2-й ряд, он сложноват, потому что трубочки так и норовят убежать. Вот, но в принципе вот 2-й ряд проплетаем, и дальше уже все идет как по маслу. С 3-го ряда все фиксируется четко. И вот смотрите, я проплела с изнанки крестик, на лицевую сторону вывела, и вот там, где у нас было с вами расстояние, мы оставляли, вот на это место мы подставляем еще 3 трубочки основы. Фиксируем их крестиком. Перевернули наизнанку, снова сделали крестик. Выводим трубочки на лицевую сторону. И снова будем сейчас подставлять наши 3 трубочки основы. Вот у нас уже рисунок вырисовывается. То, что у вас разбегаются пока ряды, ничего страшного, их можно пододвинуть. В принципе, можно сплести 2-й ряд так же, как мы плели 1-й, отдельно.
Но я плету вместе, чтобы мне сразу понимать, какое мне расстояние сделать вот под эти вот трубочки, которые мы подкладываем. Подставляю последние 3 трубочки. И будем сейчас фиксировать наши рабочие трубочки, закрывать ряд. И закрывать я его буду точно так же. Обогнула и под крестик трубочки спрятала. Итак, следующий ряд. Вот пока у нас 2 ряда, трубочки у нас как бы расползаются, да, еще. Но 3-м рядом мы фиксируем всю нашу конструкцию. Подкладываем опять же с одной изнаночной стороны наши 3 трубочки основы. Точно так же делаем петельку. Надеваем на 3 трубочки и делаем первый крестик. Сейчас уже будет полегче плести, потому что все трубочки уже на месте, не нужно ничего подставлять. И здесь нужно на самом деле приноровиться. Узор очень простой. Поправляем наши трубочки основы, чтобы у нас прямые ряды были. И продолжаем фиксировать крестиками. И видите, у нас таким образом с вами получается двухсторонний узор. Здесь важно поправлять плетение, чтобы у вас сам ряд шел прямо. Ну, я думаю, вам что стало понятно принцип этого узора. В принципе, дальше ничего нового нет. Мы доплетаем крестиками до конца ряда, фиксируем трубочки и снова подставляем на изнанку трубочку, трубочки 3 рабочие, и начинаем следующий ряд. Я сейчас доплету, и мы перейдем к рассмотрению следующего варианта плетения. Такая красота у нас получается. Вот, смотрите, уже неплохо смотрится. Рисунок у нас двухсторонний получается.
И видите, трубочки зафиксированы и держатся очень прочно. При этом мы не забываем, что ряды мы можем с вами подвинуть поближе друг к другу. Двухсторонний узор. Еще один вариант плетения, который я хотела показать, отличается от двух предыдущих тем, что сами трубочки основы мы с вами заплетаем ситцевым плетением. То есть мы их переплетаем между собой и сверху фиксируем крестиками. Первый ряд мы делаем, как обычно, начинаем. 3 трубочки и 3 перекрестили, зафиксировали первым крестиком и на изнаночную сторону подставляем следующие 3 трубочки, как бы имитируя переплетение ситцем. Делаем крестик, зафиксировали, перевернули на лицевую сторону и подложили следующие 3 трубочки. И так продолжаем до конца ряда. Столько, сколько нам нужно, то есть подкладывая, каждый раз перевернув, следующие 3 трубочки основы. Зафиксировали крестик, перевернули. Единственное, что неудобно в этом узоре, если вы плетете какую-то большую вещь, поднос, например, вот каждый раз крутить, конечно, не очень удобно, когда у вас уже сплетено много. Но если это какая-то подставка, например, под горячее, какая-то такая салфетница, да, то есть такая салфетка под тарелку, что-то такое не очень большое, крышка для средней какой-то шкатулки, в принципе, здесь уже никакого дискомфорта, то, что нам постоянно приходится крутить при плетении, не вызывает. И опять, видите, я фиксирую таким образом, чтобы трубочка моя спряталась под крестик. Итак, первый ряд у нас готов. И в чем отличие? Второй ряд мы смотрим, вот как бы мы плели ситцем. То, что у нас на изнаночной стороне, да, то, что у нас за трубочками рабочими, эти трубочки должны быть теперь перед рабочими трубочками, да, то есть мы их отгибаем и подкладываем следующие наши трубочки основы. И вот у нас как бы ситцем они переплелись. Трубочки основы переплетены. И теперь я переворачиваю на изнаночную сторону, чтобы мне было удобней. И начинаю фиксировать вот то, что я переплела, начинаю фиксировать крестиками. Наращивание, вот само место наращивания, я стараюсь тоже спрятать под крестик. То есть чуть-чуть смещаю, чтобы оно у меня было не на изнанке, а со стороны плетения. И вот под трубочку, которую я накрываю, да, под крестик
место наращивания прячу. И его не видно. Получается очень аккуратно. Вот мы вывели опять и снова делаем крестик. Как видите, плетется этот узор достаточно быстро. Вот делаем последние крестики. Ну и, в общем-то, я не вижу смысла продолжать этот узор. В принципе, здесь все понятно. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь вам ответить. Ну и также, да, мы фиксируем конец ряда, да, подклеиваем под крестик. Этот способ плетения на самом деле мне понравился больше всего. Он какой-то такой необычный и достаточно легко плетется. Вот именно вот этот последний способ плетения мне понравилась подставка больше всех. Ну что же, давайте мы сплетем с вами еще рядочек. Опять смотрим те трубочки, которые из-под низа идут, мы их наверх. Отгибаем наверх, переплетая как ситцевым плетением, и подкладываем следующие наши рабочие трубочки. Вот у нас уже вырисовывается рисунок с вами. Я доплетаю последний ряд. Больше плести не буду, потому что считаю, что уже все понятно с узором. Кому мое видео понравилось и было полезным, подписывайтесь на мой канал и следите за следующими выпусками. Пишите в комментариях, какой узор вы хотели бы разобрать, если есть в этом необходимость. Вот я заканчиваю последний ряд, и сейчас мы с вами посмотрим, какие у нас, еще раз мы разобрали узоры, да, то есть узор один, но 3 варианта плетения, 2 варианта плетения двухсторонний узор получается, и 1 вариант плетения односторонний узор, но все это один и тот же узор крестики. Вот такая красота получается. Это вот один вариант.
ситцевое переплетение. Второй вариант, где мы подкладывали с одной стороны. Видите, он по-другому уже смотрится. Ну и третий вариант одностороннего узора. Это все, что я вам хотела показать. До новых встреч!